Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Мы искали в этом году, после жаркого прошлого года, когда все наши крестоцветные, это горчица, масличная редька, сидираты просто-напросто были поражены, даже в сентябре, из-за теплого сентября, поражены крестоцветной обложкой, белянкой и многими другими вредителями. Тля развивалась. Ну и что делать? Каким образом все-таки решать вопрос сидиратов и в то же время защиты. Вот мы по картофелю работали. Раньше я использовала другие растения, цветочные растения, но они болели. И вот все-таки надо было найти крестоцветное растение методом снова же случайности. У меня получилось, что была пачечка матиолы, и она рассыпалась прямо на глине в одном месте огорода. И вдруг после этих дождей у нас такие были дружные всходы матиолы. Я взяла и пересадила просто без всякой ложкой взяла, вытягивала вот этот с комом земли с этого места, с глины. И с глиной вот это все рассаживала по огороду. И я решила испытать вот это растение, как оно будет выглядеть в картошке. Потому что раньше высаживали между картошкой бархатцы. В этом году с бархатцами у нас были сложности. Впервые вот за годы. Вот они у меня здесь, их немного. И то благодаря тому, что вот рядышком у нас находятся вот эти парнички такие своеобразные. Вот именно здесь парники. Всходы были именно вот этих цветов. В открытом грунте они почему-то пострадали. Видимо, холодная почва и много дождей не дали возможности им развиваться. Вот они даже после пересадки слабоватые, мало цветов. Но главное зеленая масса. И главное, чтобы корни тоже создавали своеобразный ускоренный севооборот. И самое главное, вот у нас картофель, который готовится к выкопке. И вот здесь по этим двум рядам картофеля я без полива просто-напросто вот так повысаживала вот эти цветочки с южной стороны. Южная сторона как раз не сильное затенение. И получилось, что вот они без полива, просто без рассады, а вот так вот перенесены были с одного места в другое. Они вот все-таки принялись и росли. Мало того, они еще и такой вечером аромат нам создают. Здесь очень приятный аромат у дома. И наслаждаешься вот этим неповторимым, нежным, вот этим воздухом, ароматом, который напоминает детство. Почему детство? Потому что у нас папа уже в другой реальности. И вот он очень любил по картофелю рассевать матиолу. И получалось, что у нас пол улицы пахло матиолой в вечернее время. И вот эта матиола росла вместе с картофелем. Ну, естественно, когда картофель засыхал, и засыхала матиола. Ну, не было полива, потому что там дожди у нас на севере Одесской области раньше шли где-то раз в неделю, раз в 10 дней. Ну, и земля очень хорошая была. Поэтому кусты вырастали очень красивые, большие. Каким-то образом они очень хорошо себя чувствовали в картофеле. Вот у меня с детства осталось вот это с памяти. И вот я решила, раз у меня рассыпались семена, раз они выросли, и нужно было их куда-то посадить. И вот таким образом у меня получился интересный опыт. Опыт выращивания нового сидирата. Думаю, ну почему бы его не использовать как сидират? Смотрите, здоровое растение, нормально себя чувствует. Это крестоцветное. Та же самая корневая система, как и у горчицы, масличной редьки. И вот такие листики замечательные. Сейчас еще покажу одно растение, которое из родственников матиолы. Матиола двурогая. Кстати, это однолетнее растение, и можно его использовать тоже как сидират. И вот здесь у нас получается вот этот два рядочка. Они прекрасно себе, видите, конечно, не все принялись. Почему не принялись? Если бы я их поливала, но не было возможности, не поливала, просто у меня было испытание. Первый полив вот нынче, вот сейчас у них вчера состоялся в жизни, и был один дождь.
И вот они росли. И смотрите, как хорошо получается, что эти цветы стали для меня сидератом. И приятный аромат, и это сидерат. И самое главное, в жару могут эти цветы закрывать растения, землю от жары. И не надо, вот горчицу надо быстро, да, она там месяц прошла, начинается цветение, нужно ее собирать, нужно ее заделывать почву. Этот цветок не нужно заделывать. Смотрите, в июне я посадила как рассадное растение. Это где-то была вторая половина июня. Вот, и до сих пор, а сейчас я сегодня снимаю утром видео, специально утром снимаю для того, чтобы показать эти цветочки, такие симпатичные. И вот она цветет. Ну, естественно, сейчас буду с комом земли. Кстати, я пробовала как-то переносить с комом земли мокрым в другое место, она продолжала цвести. Но вот смотрите, если посадить ее между рядами по нашему способу, вот у нас междурядье, да, вот глубина такая. Сюда все равно дожди собираются, хотя метеола загнивает, если много влаги. Но вот ее поближе посадить к этому концу ряда, то мы можем получить, посеять даже сразу, можем получить хороший сидерат, который будет служить и для земли, новое все-таки растение, но и для красоты, потому что очень красиво, хотя маленький цветочек, но и для того, чтобы вот этим ароматом насыщаться. Плюс матиола очень дешевый цветок, семена очень дешево стоят, поэтому можно вот так междурядье заполнять. Смотрите, один цветок очень большой. Вот такие вот есть экземпляры, я и раньше высаживала. Вот эти цветы просто бывают очень большие кусты, если оно одиночное растение, поэтому можно использовать вот редкий посев по всему вот так с южной стороны рядочку, а можно и попробовать и с северной стороны ряда. Но вот, думаю, что будет достаточно, и будет укрываться от жары растения, и в то же время и сидерат, ускоренный сидерат, и красота, и аромат. Вот он, необыкновенный этот цветочек, который может служить сидератом. Снова же каждому выбирать. Но смотрите, в чем прелесть. Мы обрабатывали картошку против вредителей и против болезней. Против вредителей инсектициды с карадоем био. А против болезней у нас работал триходермин и гаупсин. И растения здоровые. Даже маленькие вот такие, они красивые. И вот они вот так вот у нас выжили, прошли испытания. И мне очень нравится, что этот цветок все-таки устойчивый к различным перепадам температур. Даже заморозки выдерживает кратковременные. И можно этот цветочек будет высаживать уже по картофелю с южной стороны. И выращивать как сидерат. Смотрите, до конца ряда. Посадка просто объяснить это очень сложно. Как это вот у меня просто идея такая пришла. И смотрите, вот эти два рядочка. Невзрачное растение, но насколько оно может нам помочь в это жаркое время. А здесь в уголочке сада, здесь полутень. Только после обеда у нас сюда добирается после 12 солнца. Здесь тоже на испытании растут растения левкоя. Это родственник матиолы. Вот он требует больше воды, больше внимания. Здесь не обрабатывалось растение против вредителей, против болезней. Была обработка одна или две, но так как картофель обрабатывался, не было. Можно будет в следующем году попробовать выращивать как сидерат, тоже и левкой между матиолой. Будет, думаю, интересно, ряд матиолы, ряд левкоя высаживать и защищать картофель от палящих солнечных лучей в июле-августе месяце. Вот замечательное, красивое растение. Здесь и зеленой массы много. Но вот здесь без обработки вот эти солдатики, они уже поразили листики левкоя. Возможно, в месте там, где вот здесь еще есть
Вот эти. Вот они, вредители, прячутся. Вот они уже и поразили. Вот еще. Ну, очень любят клопы и черепашки, вот эти листья сочные. Но при обработках, я думаю, будет нормально. Можно подвести итог. Первый предварительный итог. Случайные вот всегда дает интересные результаты. Случайный посев, случайная посадка. Идеи, которые нам приходят, подсказки, они важны для того, чтобы мы поменяли уже свой подход в это новое климатическое время в выращивании сидератов. И не только сидератов. В данном случае нам для картофеля очень нужен был сидерат, который будет долго цвести и закрывать от палящих лучей солнца землю в период июля-августа месяца. И вот таким прекрасным растением оказалась матиола, двурогое однолетнее растение семейства крестоцветных. Кстати, можно и в саду насеять, только пореже, и они получаются крупные. Вот отдельный экземпляр, крупное растение. И такой аромат вечером стоит только от одного кустика. А если посеять больше, будет замечательный вечер, ночь и утро. И перед дождем прекрасно пахнут вот эти невзрачные цветочки, но очень красивые и очень хорошие полезные растения. Я думаю, что вам подсказала, рассказала, возможно, у вас будут свои идеи с этим растением. Дешевые семена, легко растет, без особых каких-то даже рассады не надо, просто посеять. И можно получить новое растение, защиту земли и ускоренный севооборот. Раиса Греченко, Александр Волик поделились своим опытом испытания нового цветочного сидерата для наших грядок, для сада. Прощаемся с вами до следующих выпусков в новых видео на нашем канале. Приятных вам просмотров и пользы для того, чтобы получали вот такие замечательные, хорошие результаты на своих огородах. Вот это время перехода из эпохи рыб в эпохи водолей, когда нужно будет перестраиваться и менять полностью всю технологию выращивания и сидератов, и всех остальных растений. В первую очередь наших овощных растений. Прощаемся. Пока-пока.